Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала спортивную шапочку вот на этот манекен. Вязала из пряжи Бон-Бон Кристалл турецкого производства в 100 граммах 475 метров. И вот номер этого цвета. Вязать ее можно, допустим, в таком плане. Эти две части вязать каким-то другим цветом. Можно полностью всю связать в полоску. Можно вышить либо здесь, вот на этих частях, либо на этих частях вышить логотип, аббревиатуру или какой-то узор. Ну, а кто может, то можно связать шапочку жаккардом. Этот ремешок или завязку делала из бархотки. Правда, у меня цвета такого не было. Ну, приблизительно подобрала. Есть бархотки пошире. Здесь закрепила пуговицу и сделала отверстие для пуговицы. Как делать отверстие в бархотке, я вам покажу. Вязала шапочку спицами номер 3,25 миллиметра и обвязывала крючком 2,5 миллиметра. Перед тем, как вязать шапочку, хочу предупредить. Вот у меня здесь осталась пустота. Ну, у меня манекен без волос. Если бы были волосы, она была бы полностью по голове. Сразу хочу предупредить. Глубину шапочки я брала 14 сантиметров. Этого делать не стоит. Нужно брать минимальное число. Если у кого размер шапочки вот под эту глубину, значит, берите меньшее число, и тогда шапочка сядет плотно. Для начала свяжите образец именно из той пряжи, из которой вы будете вязать спортивную шапочку, и именно тем же номером спиц. Посчитайте, сколько у вас петель в 1 сантиметре и сколько рядов в 1 сантиметре. Стирайте именно по тем параметрам, которые указаны на этикетке. То есть для моей пряжи ручная стирка 40 градусов вода. И можете прогладить утюгом на единицы. Рекомендованные спицы и крючок. Спицы от 3 до 3,5, крючок 3,5. Вязать буду на манекен, окружность головы которого 37 сантиметров. После того, как я постирала образец, получила результат. В 1 сантиметре две целых 6 петли. Пока округлять не надо. И в 1 сантиметре 4 ряда. 4 ряда. От окружности головы, вот у меня 37 сантиметров. Отнимаем 4 сантиметра на плотность облегания. Теперь количество рядов умножаем на полученные сантиметры окружности головы. 4 на 33, 132 ряда. Мы будем вязать не как обычно по кругу
и вверх, а будем вязать поперек. То есть от одной стороны через верх до другой стороны я должна провязать 132 ряда. Далее должны узнать глубину шапочки от затылка до начала шеи. Вот есть такая таблица. Вот смотрите, 37 размер, то есть окружность головы, глубина шапочки от 12 до 14 сантиметров. Это на возраст ребенка от 0 до 3 месяцев. Я беру 14 сантиметров. У меня в 1 сантиметре 2,6 петли. Значит, 2,6 это петли. Умножаю на глубину. Глубина 14. Получаю 36 петель. И не забывайте, что обязательно нужно прибавить 2 кромочные. 38 петель. Вот у меня 38 петель. Вот и весь расчет. Главное точно определить, сколько петель и рядов в 1 сантиметре. Теперь нужно нарисовать чертеж. Из точки А проводим прямую, ставим точку Б. Это будет окружность головы минус 4 сантиметра на плотность облегания, 33 сантиметра. У меня в 1 сантиметре 4 ряда. Я 4 ряда умножаю на 33 и получаю 132 ряда. Далее из точки А вниз откладываем глубину шапочки. Вот у меня глубина 14 сантиметров. В 1 сантиметре 2,6 петли. 2,6 умножаю на глубину шапочки. Получаю 36 петель плюс 2 кромочные. 38 петель. И соединяю. Получаем прямоугольник. Далее. Глубину шапочки делим на 3 части. А окружность головы делим на 6 частей. По этим линиям откладываем 1/3 глубины шапочки. Вот 1/3 откладываем. И соединяем. От точки В вниз откладываем тоже 1/3. С левой стороны соединяем. Получаем большой треугольник. С правой стороны соединяем, получаем большой треугольник. В центре эту 1/3 делим пополам и соединяем. Это будет мыс шапочки, который уходит на лоб. Вязать будем в направлении от глубины у меня в окружности головы 132 ряда. Я разделила на 6 частей. И у меня в каждой части получается по 22 ряда.
здесь 22, здесь, везде по 22 ряда. Первую часть я вяжу полностью 22 ряда, причем с правой стороны делаю убавление в каждом лицевом ряду, с левой стороны делаю прибавление в каждом лицевом ряду. Во второй части делаю убавление в каждом лицевом ряду, прибавление в каждом лицевом ряду. Прибавки и убавки делайте так, как вы привыкли. Дальше. Вот здесь, здесь и здесь у меня будут вывязываться полоски из двух рядов другого цвета, нежели сама шапочка. Поэтому во второй части я провязываю на один ряд меньше, то есть 21 ряд основным цветом, а 22 ряд вяжу дополнительным. В третьей части один ряд вяжу дополнительным цветом, 20 рядов основным цветом и один ряд дополнительным. Дополнительный цвет. Это основной цвет. Дополнительный цвет. И здесь дополнительный. Это основной цвет. Здесь основной цвет. Следующая часть тоже один ряд дополнительным цветом, 20 рядов основным цветом, один ряд дополнительным цветом. Пятая часть. Один ряд дополнительным цветом и 21 ряд основным цветом. Шестая часть. 22 ряда основным цветом. По поводу мыса. Прибавки в мысе делаются через лицевой ряд. То есть вы провяжете один ряд лицевыми петлями, затем 3 ряда пропускаете, не прибавляете, то есть провязываете изнаночный, лицевой, изнаночный, и только в 4-м ряду делаете прибавку. То есть получается через лицевой ряд. С этой стороны убавки делаем в каждом лицевом ряду. Здесь убавки делаются через лицевой ряд. Сделали убавку, провязали 3 ряда, и в 4-м ряду делается убавка. Здесь прибавки делаются в каждом лицевом ряду. И далее убавки и прибавки делаются в каждом лицевом ряду. Здесь убавки и прибавки делаются в каждом лицевом ряду. Вот и все, что нужно знать при вязании спортивной шапочки.
Кому будет что-то непонятно, пишите в комментарии, спрашивайте, и я вам буду помогать. На дополнительную нить я буду набирать 38 петель. Набирайте либо спицами, либо крючком. Я буду набирать крючком. И затем с обратной стороны косички за петли буду спицами набирать петли. Первый ряд нужно провязать изнаночными петлями. Я вяжу изнаночными классическими, вот как я сказала, вот за эти петли на обратной стороне. Поэтому, когда вы будете вязать крючком, то петли не затягивайте, иначе тяжело будет сюда попасть. Почему первый ряд изнаночными петлями? Потому что, как я уже сказала ранее, прибавки и убавки делаются в лицевых рядах. Итак, вяжем первый изнаночный ряд. Если вы набор делали таким же методом, как и я, поворачиваем к себе лицевой стороной. И распускаем. Теперь я вам покажу, как можно сшить открытые петли методом 3 спиц. Полотно складываем лицевой стороной внутрь. Пересчитайте петли, чтобы у вас было одинаковое количество петель на первой и на второй спице. К себе поверните той стороной, где у вас рабочая нить, то есть нить от клубка. Первую петлю на первой спице заходим за заднюю полупетлю, а на второй спице за переднюю полупетлю. И 2 петли провязываем вместе. И эти петли сбрасываем, провязанные. Опять за заднюю полупетлю, за переднюю полупетлю провязываем, петли со спиц сбрасываем, и теперь петлю надеваем на другую, за заднюю, за переднюю, провязываем, сбрасываем, и эту петлю надеваем на другую. И так до конца ряда. Вот так у меня получилось сшивание открытых петель по принципу 3 спиц. Вот так у меня получилось сшивание кромочных петель. Кто не знает, как сшивать,
Я оставлю ссылку под видео, как это делать. Теперь я покажу, как я буду обвязывать крючком шапочку по кругу. Взяла крючок 2,5 миллиметра, прикрепила нитку и вывязываем одну воздушную. Следующую кромочную провязываем столбик без накида. Вывязываем одну воздушную. Заходим за переднюю полупетлю, воздушная. В следующую кромочную заходим и воздушную петлю провязываем. И провязываем 2. Теперь вывязываем одну воздушную. Заходим в горизонтальную петлю. Воздушная. Заходим в кромочную. Протягиваем через воздушную и провязываем 2 петли. И делаем воздушную. Опять в горизонтальную. Воздушная. В следующую кромочную. И сразу протягиваем. И провязываем 2 и воздушные. Воздушная, в горизонтальную петлю воздушная, в кромочную зашли, протянули через воздушную и 2 петли вместе. Я буду обвязывать так, а вы решайте, стоит вам так обвязывать или как-то по-другому. Обвязала я одну часть, воздушную делаем. Сюда воздушную делаем. Вот эту петлю мы пропускаем, это не кромочная. Заходим вот в эту петлю. Воздушная. Заходим сюда. Воздушная. Эту маленькую петлю пропускаем. Заходим вот в эту большую. И опять маленькую пропускаем, заходим в большую. У нас здесь маленькая, большая. Вот заходим только в большие. А здесь во все петли. После того, как обвязали шапочку, если вы вязали на девочку, то с левой стороны, вот левая сторона, пришиваем пуговицу. Так, пришила я пуговицу. Желательно выбрать под цвет. Далее, с этой стороны, с правой, надо тесемку какую-то пришить. Можно связать крючком, но в любом случае эта завязка растянется. Я рекомендую найти какую-нибудь тесьму под цвет, бархотку. У меня такого цвета не было, я взяла вот такой. Дальше. По размеру пуговицы, паяльником, вот с таким жалом сделать отверстие.
прокалывать с изнаночной стороны. Если вы будете делать паяльником, то нагрев поставьте на минимальное количество градусов. Вот у меня на 150 минимум. И с изнаночной стороны сделал отверстие. С лицевой стороны нельзя, только с изнаночной. Бархотка синтетическая, так что отверстие будет ровное. Теперь ножницами отрезаем лишнее. Можно закруглить и зажигалкой оплавить край. Теперь надеваем на пуговицу. И замеряем. Можно немного с запасом, потом можно отрезать. И с изнаночной стороны пришиваем такими же нитками, как шапочка. Ну и вот так у меня получилось. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.